Здрасте, с вами Даня Крастер, я 15 лет занимаюсь крафтом различных штук. Вы только посмотрите, чего в этой мастерской нет. Ну, разве что раскроечного лазера по металлу нет, строгального по металлу нет, и электроэрозионный еще хотелось бы. Но речь сейчас не об этом. Сегодня мы расскажем про универсальный инструмент изготовления и расскажем максимально доступно, что такое 3D принтер и почему он тебе обязательно нужен в 2025 году. Ну, давайте по порядку. В предыдущих видео про ЧПУ, фрезер и лазер мы приводили в пример 3D принтер и говорили о его минусах в рамках быстрого прототипирования в мастерской. А что по поводу домашнего применения? Какие здесь приколы? Ну, смотри, мне нужен кронштейн для света, потому что я потерял свой прошлый. Как мне его сделать? Из дерева мне нужна пила, стамеска, сверло, шуруповерт, тиски или струбцины, чтобы это зажать. Кусок дерева где-то найти и не сосну отстойную, а дуб, бук или на крайняк березу. Пилим, выстукиваем, режем, сверлим, покрываем маслом, чтобы не засалилось, ну или можно покрасить по желанию. Ну и готово. Второй варик — это, конечно, сделать из металла. Надо поехать в магазин, купить болтов, гаек, купить каких-нибудь крепежных пластин, все это погнуть, скрутить. Можно отфрезеровать из алюминия, из цельного. Можно пойти в гараж и сварить из каких-нибудь профилей, также просверлив. Можно, я не знаю, выдолбить из камня. Да список можно продолжать бесконечно. Но самое главное, что вам нужны для этого инструменты совершенно разнообразные, для каждого материала отдельные. И место, где этим можно заниматься, потому что из квартиры вас чаще всего жена просто выгонит. И самое главное, на мой взгляд, это время, которое вы будете затрачивать на то, чтобы сделать какую-то определенную штуку своими руками. А так как нас смотрят не только люди, у которых есть место, инструменты и всякое прочее, чтобы творить из любых материалов, а люди просто, которым интересно впилиться в крафтовую движуху минимальными затратами, а это реально минимальные, мы сейчас расскажем, как сделать это с помощью 3D принтера. Выбираем из готовой библиотеки деталь, ставим на печать и идем смотреть кинчик. Приходим, отлепляем и ставим на место. В итоге, чтобы подготовить печать 3 минуты, общее время печати 2 часа, 96 рублей за пластик и 6 рублей за электричество, которое он за эти 2 часа съел. Безусловно, при настройке печати есть нюансы с поддержками или моменты, как располагать деталь, чтобы увеличить прочность. Но со всем этим можно без труда разобраться, тем более принтер сам замечает критические отклонения. Сегодня будем рассматривать технологию 3D-печати на примере принтера H2D от Bambu Lab. Но еще зацепим и посмотрим на более доступную версию P1S. Я познакомился с технологией 3D-печати больше 10 лет назад, когда только-только появились вот эти вот первые китайские сборки на дешевой электронике с простейшей механикой, и большую часть времени ты проводил за тем, что настраивал их, как-то выравнивал, юстировал. И это был адский геморрой, потому что вместо того, чтобы проектировать и доставать готовые детали, ты больше времени посвящал тому, что ковырялся с этими принтерами. В рамках DIY-инга это, конечно, хорошо. Ты изучаешь всякие принципы механики, изучаешь устройства, какие-то там ЧПУ технологии, G-код, но до самой печати иной раз сложно было вообще добраться. Сейчас есть серия 3D принтеров от Bambu Lab, и они реально геймчейнджеры. Это действительно iPhone в мире принтеров. Ты просто нажимаешь кнопочку и достаешь готовую деталь. Разве не к этому должно стремиться любое автоматическое устройство и в целом технический прогресс? Тут дело не в том даже, как он технически сконструирован. Дело в том, сколько там добавили плюшек, чтобы сделать процесс печати кайфовым. В скольких местах подумали за тебя, чтобы ты просто получал удовольствие. Но об этом процессе мы еще поговорим. Давайте сейчас сначала подумаем, для чего он вообще нужен, в каких он сферах применим. Например, для быта. Подставки, крючки, кронштейны, ремонт мебели, организация мелочи, кухонные приспособления, куски стоков и вентиляции. Для семьи игрушки, конструкторы, украшения, наборы экспериментов, ремонт любых пластиковых деталей, интерьер. Для художников прототипы, держалки, органайзеры, полуформы и мастер-модели для отливок. Съемочный реквизит высочайшего качества. Для инженеров это, само собой, приспособления, кондукторы, детали струбцин, коробочки, органайзеры, модели и прототипы, ремонт просто вездесущих шестеренок, переходников, раструбов и сотни других применений. Конечно же, собственные устройства. Также полезен для обучения в
детских садах, медицинских учреждениях для печати стендов и моделей, в школах с инженерным уклоном и при институтах, где не просто дрочат теорию, а реально учат работать с конструкциями и создавать вещи. Про робототехнику и конструкторы я вообще молчу, он просто создан для этого. Кроме всего прочего, технология 3D-печати может похвастаться такими возможностями, которыми не обладают субтрактивные методы. Это, например, печать пустотелых корпусов сложной формы, ресиверов уже в сборе, редукторов в сборе и всякие прочие приколюхи. Все, с чем мы будем сегодня играться, можно заказать на сайте 3D Outlet, а по промокоду Крастер тебе будет скидос 5%. Ссылка где? Правильно, в описании. Вот этот материал называется PA6. Карбононаполненный нейлон. То есть сам пластик наполнен тонким угольным волокном, чтобы увеличить параметры на излом, скручивание и так далее. Вот эту деталь мы запекали, то есть обрабатывали термически. Он еще так обрабатывается, чтобы набрать 20% дополнительной прочности. Вот эту деталь нет. Здесь 2,5 миллиметра толщины, и я не могу сломать ее пальцами. Ну, типа вот со всей силы, что у меня хватает в руках. Давайте попробуем все-таки ее доломать, потому что мне стало интересно вдруг. Еле-еле. И это 2,5 миллиметра. По ощущениям он такой же прочный, как G10. Но надо, конечно, цифры смотреть. А что насчет этой шестеренки? Это шестеренка от гитары токарного станка. Пойдемте ее установим. Работает. Понятно, что это не замена стали, но, извините, пожалуйста, получить готовую шестеренку за 4 часа, когда я сделал сам 3D принтер, и ты ничего к этому не приложил, никаких усилий, как будто это неплохо. Вот такая вот деталь с сложными криволинейными формами, уже готовая. Если ее делать из какого-то другого материала, например, из металла, из стали это было бы физически проблематично, ну, она просто жесткая. Из алюминия это реально, но надо алюминий сваривать. Это достаточно тяжело. И тем более вам нужны какие-то вот эти вот формы, об которые вы будете загибать этот алюминий. Либо внутренние, либо внешние. Потом все это подгибать, подстукивать, заваривать, шлифовать. Вот, пожалуйста, готовая деталь для того же 3D принтера. Дополнительная. Таким же образом можно сделать переходники с квадрата на круглое сечение. Например, для вентиляции, если вам надо вытяжку вывести с плиты на квадратный профиль сечения и дальше увести воздухом. Если, конечно, быть перфекционистом, всматриваться во все это, видны, ну, несовершенности, так сказать. Но если уж очень хочется, можно немного и губочкой это дело зашлифовать. Например, вот здесь вот видны следы от поддержек. Давайте еще уберем. С учетом того, что эта штука будет стоять сзади принтера, мне более чем достаточно. Пойдемте, кстати, поставим. Вот, держа вот эту деталь в руках, я просто офигеваю. Вот про что я и говорил. Раньше возьмешь деталь после 3D принтера, какие-то неровные слои нитками, какие-то провисания. Ну, типа, видно, что он напечатан. Здесь как будто он отлит по фрезерованной форме. Посмотрите на это вблизи. Это, кстати, стеклонаполненный ABS. Послушайте, как звучит. Как хороший твердый пластик от электрического инструмента. Не все принтер делает сам, то есть надо знать, как с ним работать, потому что немного видны слои, но у него есть прикольная тема, это контроль потока, то есть он сам понимает, в какой траектории он может случайно выдавить больше при той же скорости, и такое делает назад немного экструдером такой. Посмотрите на спекаемость и однородность этих слоев, он как будто сшит вообще. Но прикол, что вот это мы печатали на P1S, у него меньше калибровок. Вот это мы печатали на H2D. Прикольная тема AMS. Это сушилка и хранилка прутков, которая автоматически может менять пруток и печатать разными цветами, как здесь. Давайте собирать. Не хочу я в этом помещении с железками лужи разводить. Пойдемте туда. Ну, вполне себе ракета. Надо, конечно, другую модельку выбирать. Потолще, с крыльями.
потолок пробили. Что еще по плюшкам в этом принтере? Сразу 4 камеры. Одна смотрит на сопла, одна отслеживает напечатанные слои и используется для калибровки, одна для лазера и одна для таймлапсов и удаленного контроля. Да, кстати, в этот принтер еще можно лазерную голову поставить. Но сегодня не об этом, сегодня мы про 3D печать. Вихретоковый датчик смещения сопел относительно друг друга. Самостоятельная замена экструдеров. Принтер сам меняет экструдеры, ты можешь себе представить? Левое сопло подвижное и поднимается, а неиспользуемое сопло может перекрываться. Самостоятельная смена прутка через механику боковых лапок с лезвиями и вытирание сопла. Активная подогреваемая камера до 65 градусов. Возможность использования до 16 катушек филамента на один принтер. Саму систему АМС я, честно говоря, яростно рекомендую, потому что половина проблем с печатью у меня была, как правило, из-за сырого пластика. Для домашнего творчества здесь, конечно же, просто поле непаханное на самом деле, потому что ни с чем 3D принтер так лучше не справляется, как с печатью каких-то вот таких вот фигурных вещей. Притом обратите внимание, здесь применено два пластика. Один, который послойно меняет цвет, и второй, который светится в темноте. У принтера H2D есть компенсация резонансов, потому что форма здесь достаточно сложная, несмотря на то, что здесь достаточно такие вот полукруглые плавные изгибы, печатает он по слоям, и каждый срез у нас получается с разными очень непростыми углами. И вот в эти моменты механика 3D принтера сама оценивает, насколько она может шатнуться и насколько может в сторону уйти поток. Здесь получилось распечатать все это, ну, как минимум, хорошо. Заряжаем ее светом. Блин, я бы в детстве просто офигевал бы, на самом деле, от таких штук, что можно что угодно получить буквально вот за один день, любую приколюху. Зарядили. Для игрушек это, конечно, офигеть. Да и для инженерии офигеть. Да и для бытовых нужд офигеть. Когда меня спрашивают, как может пригодиться 3D принтер, где его используют, у меня просто голова лопается от количества применений. Ну, неограниченная сфера вообще. Например, вот этот вид пластика, который светится в темноте, мы использовали еще на вот такой рамке выключателя. Скопировали ее, реверс-инженерили с вот такой рамки, распечатали, она идеально подошла. И теперь она тоже светится в темноте. Например, в детской можно сделать такие рамки, чтобы дети не боялись там включать-выключать свет. Ну или просто для удобства, чтобы знали, где он находится в темноте. Прикольная тема — это генеративный дизайн. То есть вы задаете какие-то определенные параметры CAD-программе, нагрузки, точки опоры, и он сам выстраивает вам вот такую хитрую модель. Здесь поддержки сейчас удалю. Они, кстати, вообще без проблем отцепляются. Прикол такой формы в том, что она сгенерирована компьютером по усилиям, и она максимально типа облегчается вот в этих вот костях. Это у нас подставки под полочку для монитора. Как раз 4 штуки у нас есть. Полочка какая-никакая нашлась. Сейчас прикрутим и посмотрим. Готово. Да, деревяшку, конечно, посимпатичнее можно было бы найти, но так чисто, чтобы проверить прочность и устойчивость, достаточно и такого. Генеративный дизайн, конечно же, преимущественно используется во всяких, я не знаю, спортивных мотоциклах, космической отрасли, но и здесь приблизиться к нему по дизайну как бы ничего не запрещает. Мне эта штука достаточно нравится. При том, что фрезеровать ее было бы, ну, очень дорого и сложно. 80 килограмм. Нифига. Вот такую штуку еще сделали, притом прикол 3D печати, что в процессе печати ее можно поставить на паузу и наполнить чем-то емкость, которая образуется. Вот здесь вот половина засыпана дроби для пескоструйной обработки. Ее даже слышно. И получилась киянка, так называемая dead blow с глухим ударом. То есть у нее нет отскока. Это полезно, когда работаешь там на каких-нибудь ЧПУ-фрезерах и подстукиваешь детальки. Здесь вы можете видеть, что у нее остались следы от поддержек, которые специально используются для печати ABS. То есть вот этот черный материал — это ABS, а белые вот эти следы — это следы поддержек. У них маленькая адгезия, температура плавления, и параметры печати примерно такие же, как у ABS. Поэтому пропечатывается он хорошо, а прилипает к ABS слабо. Но все-таки какие-то слои
следы вот здесь остаются. Попробуем растворить их специальной штукой, которая называется D-Limonen. Это отдушка для всяких шампуней, мыл и так далее. Это бытовое средство, оно, в принципе, не токсичное, не вредное, пахнет лимончиком. Прям как жвачками, хочется выпить. Но я это делать не буду. Не сейчас. По идее, ее надо вымачивать, но давайте попробуем попропитывать, потереть. Посмотрим, что будет. Мне кажется, пахнуть лимоном буду еще неделю после нее. Ну, вообще, давайте его положим отмачиваться, посмотрим через несколько часов, а то и вообще завтра, что с ним произойдет. И вот прошло у нас 3 часа, давайте посмотрим, что у нас произошло с поддержками в D-Limonen. Они полностью растворились в том месте, где мы пихали молоток. Прикольный метод, кстати, и пахнуть у вас будет прикольным лимончиком, а не адским ядовитым растворителем, что очень приятно. Идем дальше. Давайте немного поговорим про технические приколы. Вот здесь у нас угленаполненный нейлон. Вот здесь у нас стеклонаполненный АБС. Две эти штуки по вот этим пяткам, вы можете заметить, они у нас подготовлены для пресса. Вот это будет использоваться, чтобы прессовать по ансонам стальной лист. Посмотрим, что будет. Вот это, чтобы... Ну, вы сами все увидите. Ну, середина у нас, конечно, разорвалась, потому что удлинение критичное именно для этой конкретной стали. Вообще все это надо по-хорошему считать, но потенциал есть. И потом с формой ничего вообще не стало. То есть это многоразовая история. Хотя это совсем неправильно, но вы можете целиться для изготовления пуансонов из металла предварительными прототипами из пластика. Ну, алюминий, кстати, даже получше получается, несмотря на то, что центр тоже у него рвется. Здесь вообще высекло. Или разорвалось, непонятно. В общем, при этом стеклонаполненный АБС держит. А теперь давайте попробуем насадку из карбона наполненного нейлона. На что она годится в виде клина, как топора. Вообще пофигу. Мне нужно еще поколоть на четвертинки. Отличные дровишки получаются. Господа, и это пластик. Это пластик. Ему вообще пофигу, он даже не помялся. Угол не сбился, острие не замялось. Вот здесь немного только заполировался, так он еще лучше будет входить в следующие деревяшки. И это при том, что он не цельный. Здесь 25% заполнения и стенка 4 мм. Вот такие пластики современные делают. Это офигеть можно. И это еще не самый прочный пластик, который у нас есть. Не то, что в промышленности используется, а у нас есть еще прочнее. Например, вот этот ППС, тоже запекаемый. Он звучит как что-то уже около титановое. Конечно, не такой прочный, как титан. Мы его будем использовать в водомете. Но это на сладкое. А вот что насчет того, чтобы печатать полноценную одежду за один раз? Будьте добры, подкрадули. Как вам такое, а? С чем мне надеть эти новые тапочки? С этим или с тем? Короче, прикольная штука на самом деле, но у нас получилось не идеально. Вот этот мы печатали на недосушенном ТПУ, то есть просто закинули его в АМС и начали печатать. Ему требовалось какое-то время, чтобы нагреться, просохнуть там и так далее. Поэтому можете заметить, что он и цвета другого, и напечатался не так хорошо, не так хорошо спеклись слои. То есть есть какие-то пузырения, какие-то нависания. Вот тут в соплях он местами пошел. Вот этот мы уже чуть-чуть увеличили температуру. ТПУха у нас сам пруток просох. И качество, конечно, ну, типа не идеальное, но мое почтение. Поддержки сейчас отсюда отлепим. Как раз посмотрите, как это происходит. Ничего сложного. Мультяшка прилип к подошве. Ну что, можем примерить? О, мягенько. Прям как пенная подошва. А вот этот пожестче получился. Ну, что я с самого начала могу сказать? Немного давит вот здесь, то есть здесь не хватает какой-то неопреновой чуни, наверное, внутри.
какого-то мягкого носка вкладыша. А в целом врезаются они, конечно, в косточки. Не очень удачная модель. Кто их вообще придумал? Прям можно до крови себе за пару минут стереть. То есть вот здесь надо их как-то шире делать. Именно на модели. А так вполне себе кроссы. Чё нет? Я бы в таких погонял, чисто посмотреть, через сколько они развалятся. По идее, должны достаточно долго прослужить. Обувь напечатанная, готовая. Чё за дела вообще? Кайф. Еще одно очень клевое применение — это прокладки. Как раз вот они из материала ТПУ сделаны, потому что вот этот вот ТПУ, он 85 твердости по шору. То есть он достаточно гибкий, достаточно мягкий, потому что прокладки даже вот в инженерном деле делать есть некоторые в этом геморрой, потому что тебе надо выфрезеровать отверстие, вмазать туда резину, либо вулканизировать ее, либо она должна быть двухкомпонентной. Здесь все готово. Например, вот сантехнический сифон. Мы убираем резинки, которые здесь есть в комплекте. Например, что-то с ними произошло. Либо передавило, либо они просто от времени рассохлись и перестали работать. И тупо меняем на те, которые распечатали. Да, их можно купить в магазине, но есть такие типы сантехники, которые, например, уже либо не производятся, либо вам просто тупо надо ждать 2 недели доставки откуда-нибудь какой-нибудь редкой вещи. Здесь вы можете самостоятельно либо взять, опять же, из готовой библиотеки это все, либо спроектировать и заменить в течение 1 дня, просто тупо подождав, пока принтер вам все это дело распечатает. Ладно, это я вообще срежу. Ну, типа она вот вообще совсем испортилась. Прикол в том, что не все принтеры работают с таким мягким ТПУ, а у H2D не возникает с этим проблем. Ну, то есть они достаточно ровные и герметичные получаются при этом. Вуаля! 2 минуты, и мы заменили их. Ну, типа, потенциал на ремонт вещей... А вам тоже надоело, что ваши рыболовные катушки лежат как ни попадя? Развесьте свои катушки. У них очень сложная форма для того, чтобы их куда-то складывать. Поэтому я предлагаю распечатать специальные держалки для этого дела, чтобы они держались на полке. Вот такой вот формы. Сделаны под нашу систему крепления. И, кстати, заказывайте панели. Есть вот такие динозаврики у нас в комплекте, но они очень плохо подходят для катушек в первую очередь и для удочек. Удочка там будет телебонькаться туда-сюда. Поэтому мы сделали специальные пластиковые, где удочка лежит прекрасно. Ну, в общем, все сами сейчас увидите. Ну, разве это не прекрасно? Разве это не сексуально? Это сексуально. Еще одно применение 3D принтера — это печать всяческих литьевых форм. Для того, чтобы сделать следующую приколюху, мне нужно было обладать фрезерной некоторой машиной. Ну, короче говоря, ЧПУ-фрезером, чтобы он сделал из куска пластика. Что-то отправилось бы в труху. Пластиковые плиты достаточно дорогие. Я для начала замешаю силикон. Смешиваем все это. Добавим чуточку цвета всему этому безобразию. Цвет розовая свинка и толику красного. Все толики обиделись, да, в этот момент. Так, перемешали, а теперь будем собирать форму. Что это такое? Правильно, то, к чему я стремился много лет. Самодельные силиконовые приманки, чтобы не надо было их покупать. Мы берем и раскручиваем всю эту балалайку, параллельно заливая туда силикон, чтобы с помощью центробежной силы у нас все пролилось и не осталось нигде никаких пузырей. Называется ротационное центробежное литье. Силиконовые волосы! Остановиться-то я уже не могу. Так, оставляем как есть и по бырику доливаем еще до самого не балуйся. Потом через 4 часа посмотрим, что у нас из этого выйдет. A few moments later. Грамотные типы, когда проектируют такие формы, они сразу некое место под клин проектируют. Это было бы хорошо, если бы мы сделали бы так же. Потому что сейчас оно тут склеено вообще нахрен намертво.
Ну давайте, отлепляйтесь. Покажитесь. О! Наживочки готовы, воблерочки. Ну и что, и что? И вот, пожалуйста, у нас виброхвостики распечатались. Форма, конечно, примитивненькая, но рабочая тема. И вот на рыбалку в следующий раз поеду, возьму парочку таких, буду принципиально кидать на них. Смотреть. Еще хорошо, что мы в какой-то промежуточной стадии полимеризации все это достали, потому что очень просто счищается лишний шлим. Сейчас надо все эти штучки дочистить. И самое главное, знаете что? На том же аппарате мы сделали коробочку для того, чтобы все это классно сложить. Коробочка для блесен. Появилась из 3D принтера. Очень просто, буквально за 2 секунды можно добавить свой логотип к уже готовой какой-то вещи. Печатается она целиком в сборе, с защелкой, с отличным качеством. И в итоге мы складываем свои резиновые штучки в коробочку. Можно даже по 2 в какую-то положить. Да? Эх, на старости буду блесна авторской работы делать. И нам остается только 2 винтика сюда поставить, чтобы полноценно работала защелка. Ну не красота ли? Батины заморочи. Понимать надо. А вот возвращаемся к нашим инженерным интересностям. Мы же вам обещали. Ну, звук какой, а? Вот этот винт водомета мы сейчас будем вставлять в тоже напечатанную часть водометного двигателя. И самое прикольное то, что и вот эту часть, и сам корпус, и прокладку между каким-нибудь средством передвижения, куда вы его хотите приколбасить, все можно сделать на 3D принтере. Да, понятно, пришлось разделить на 2 части. Не то, что из размеров мы исходили, даже технологически на 2 части это сделать будет более правильно. Сейчас мы берем и вклеиваем вот этот винт на свой вал. Закрываем все это, останется напечатать резиночку, и можно к какому-нибудь сабборду или самодельной байдарке это приколбасить. Но мы посмотрим, насколько клево он кидает воду еще. И итого, движитель у нас в сборе. Крутится. Смотри-ка. Ну что, пусть он сохнет до конца, да, отвердевает, набирается прочности. Как вы можете понять, пластиков существует какое-то дикое количество. За 10 лет линейка филаментов только расширилась. У нас тут и ПА-6 карбон наполненный, и АБС ГФ, я уже даже забыл, что это такое, и поддержки для АБС, и куча вообще всяких. Любых цветов, с эффектами переливания, светящиеся, инженерные твердые, растворяемые. Выбирай любой. Разбираться в этом реально прикольно. А вот теперь буквально пару слов про финишную обработку. Есть у нас 2 вот таких заготовки. Одна была низом и заплавлялась вот с этой стороны. Вот это заплавлялось специальной технологией отутюживания. То есть он, когда напечатал модель, он еще горячим соплом такой затирает ее. Офигеть, на самом деле, сходу она выглядит очень гладкой, очень классной, но мне еще интересно, насколько ее можно заполировать. Вот здесь поверхность у нас после разных подложек, что тоже выглядит прикольно, потому что она выглядит однородной, без слоев, без каких-то там вот этих вот ниток. Ну, то есть такая своеобразная шагрень после литья. Это крутилки для потенциометров, выглядят классно, цепучие. Готовые вещи, считай. Давайте попробуем вот эту штуку обработать сначала 2000-й, потом 3M-овской пастой полировальной. Посмотрим, что будет. В общем, вот такого результата можно добиться, но даже еще и лучше можно добиться. У меня сегодня не получилось. Машинка резко дернулась в высокие обороты, и я спалил кусок пластика. Поэтому только на небольших оборотах, там 300-600, не перегревать, самое главное. Детальку с водичкой, аккуратной войлочной губкой, все это можно доводить. То есть она поддается такой обработке. Можно глянцевые делать. А сейчас мы будем кастомизировать наш шмот вот таким вот простым значком. Вот таким вот. Это ТПУ, который мы заранее распечатали, и его можно вплавить. В принципе, можно любой пруток вплавить в ткань, но вот этот эластичный, и он не будет, во-первых, ни за что цепляться, он не будет куском пластика на вашей одежде, будет также растягиваться. Пожалуйста. Спасибо.
Берем. Что такую хорошую тут взяли? Безобразие. Накладываем на место, которое вы хотите задизайнить. Берем специальную бумажку. Она должна быть либо силиконизированная, либо вощеная, то есть с воском. Какой-то слой разделителя должен присутствовать. Даже если он впитан в саму бумажку. Берем утюг, разогретый до температуры плавления вашего пластика. В данном случае это около 200 градусов. И приплавляем. Расплавилось, но не вплавилось. Пожалуйста. Шмоточка забрендирована. Причем достаточно качественно все это выглядит. Само собой, надо учитывать толщину слоя и расплывание, но вы можете использовать любые цвета, вы можете делать маркировки на любой части одежды и можете кастомить в единичных экземплярах. Это очень важно. Это быстро, удобно и важно, как я уже сказал. А сейчас будем показывать, насколько у нас ресиверы заплавляются и образовывают плотную внутреннюю герметичную структуру. Потому что, несмотря на то, что даже он хорошо пропечатан и все слои испеклись, вот здесь мы, кстати, печатали без поддержек, ну, без специальных поддержек, просто тем же ABS подпирали, поэтому так вот не очень ровно все это получилось. В принципе, зашкуривается, но я подозреваю, что внутри где-то что-то может просочиться, просто по опыту работы с наливанием жидкостей в распечатанные штуки, поэтому мы сейчас поступим следующим образом. Внутрь я заправляю какое-то количество ацетона. Еще снаружи немного попадет. Мы как раз посмотрим, как он влияет. Пластик у нас АБС. А с АБС ацетон работает следующим образом. Он является его растворителем. То есть он растворяет, сглаживает и спекает, сваривает внешние слои, на которые попадает. У меня уже даже палец приклеился. Как он бодро справляется вообще с ним. Очень быстро. Дальше нам надо смешать двухкомпонентный эпоксидный клей, чтобы вклеить ниппель. Можно делать разные размеры, конечно же, разные ниппели сюда подходят, но мы выбрали сложный путь с одной стороны и простой с другой для нас, на нас. Берем автомобильный ниппель, промазываем его, богато промазываем и вклеиваем на свое место. Ивенько. Оставляем все это засыхать, а потом, через несколько часов, проверим, насколько он герметичный и какое максимальное давление выдерживает. Я надеюсь, 10 атмосфер нам хватит. Или это будет его критичное? Не знаю, посмотрим. Ну что, давайте проверим, сколько этот ресивер держит давление. Я немного кривоват вклеил ниппель, он там мальца травит. Но по внутренней части, по внутренней поверхности у нас все спеклось, и она герметичная. 2 атмосферы. 4 атмосферы. 8. До 8 доходит, а больше у нас в системе давления нет. У меня есть другой насос на 20 атмосфер. Сейчас попробуем им накачать. Не уверен, с учетом потерь, получится ли у нас. Нет, он на 3 атмосферах встал, больше не хочет. Отпилили. Вы знаете, в отличие от вот этой поверхности, вот эта достаточно хорошо сгладилась. Она похожа реально на внутренности литого баллона. Даже интересный момент есть с тем, чтобы не дожидаться полного высыхания, дать туда давление, чтобы эта штука распрямилась, заполнила все поры, и потом выкрутить ниппель и еще раз досушить. Смотрите на качество поверхности. Конечно, понятно. Она не досохла, она царапается ногтем, но растворитель прошел дальше одного слоя. То есть надо досушивать и выдерживать технологию. А так, честно говоря, вид имеет. Штука реально интересная. 8 атмосфер даже в таком виде эта штука выдержала. При такой толщине стенки. Еще один интересный момент применения 3D-печати – это закладные гайки или вплавляемые вот такого типа. У нас они почему-то прижились под названием бонки. Давайте посмотрим, как они работают. Мы берем паяльничек. В принципе, можно распечатать себе целую станцию, которая будет с рычажком,
куда будет устанавливаться паяльник, вы давите на ручку, и он под прямым углом вфигачивает эту латунную гайку в пластик. Сейчас она у нас от паяльника нагревается, температура 290 градусов на паяльнике. Одну задавливаем целиком в поверхность, а вторую мы задавим до резьбы и далее прижмем. Почему-то по технологии некоторые пишут, что надо делать именно так. Вот и разберемся. Зафигачиваем маленькие. Шпынь. Шпынь. Во, последняя получилась вообще идеально жесткая. Ну, конечно, додавливать, чтобы у нас юбка вот эта утопала, правильно? И самое интересное проверить, сколько ньютон-метров выдержит это пластиковое крепление с заплавляемой гайкой, не правда ли? Некий краш-тест. Здесь вообще никакого усилия он не показал. Она сразу выскочила. Но это у нас М3. Конечно же, на М3 надеяться не приходится. Вы можете использовать такой крепеж для закрепления каких-нибудь корпусов, крышек, распай коробок и прочего. Допустим, в какой-то электронике, где сильное усилие и масло масляное не потребуется. Пробуем здесь. У нас еще одна попытка есть на М3. Там, где мы просто заплавляли до конца. Я ни единого ньютона не вижу, она уже начала вылазить. Неинтересно. М3, конечно же, маленькая граница. О, чувствую усилие. 2,2, 2,9, 2,7, 2,8, 2,8 ньютона. И она пошла наверх. 2,8 ньютон-метра на М6. Выдержала заплавляемая гайка. Не шибко много, я вам скажу. Но достаточно неплохо. Закладные, скорее всего, продержались бы больше. Давайте вторую проверим, которую мы просто заплавили без заглаживания. Мне кажется, плюс-минус то же самое в рамках отклонения 10% будет. О. Крутим, 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 крутим. 3,6, 3,8. Пошла вылазить. И у нас есть показание 3,8 ньютон-метра, когда мы заплавляем целиком. То есть, на мой взгляд, как будто их надо там заплавить, подождать какое-то время, когда пластик там уформуется, не просто продерется вот этим раскаленным, а типа прижмется, может быть, приплавится к поверхности этих бонков. Но, тем не менее, тема прикольная. Если их делать вообще с обратной стороны, то они будут сопротивляться вращению за счет своих разнонаправленных ребер. И еще и давить на какой-то пластик вы можете создать большее усилие. И важно еще отметить, что мы делаем тест в пластике. То есть АБС, возможно, показал бы другие цифры. Погнали дальше. Сейчас рассмотрим еще одну технологию для работы с вот такими вот детальками. Вы можете их сваривать. Можете их склеивать клеем, а можете их сваривать сами с собой. За счет температуры или за счет растворителя. Например, берем ацетон и наносим сразу на две поверхности. Мы здесь распечатали специальные шипы, чтобы детали друг об друга позиционировались сами. АБС растворяется ацетоном, притом делает это достаточно быстро. Нам надо промазать полностью плоскость, чтобы они с двух сторон подрастворились, образовали вот этот вот мягкий клеющийся слой. И в принципе мы уже сейчас можем их склеивать. Подготовим струбцинку и стянем. Плотнейше. Потом попробуем разбить об пол. Соответственно, для АБС ацетон, а для пластика дихлоретан, он же метилен хлористый. Несмотря на то, что пластик типа экологичный, делается из кукурузы, дихлоретан очень токсичная штука. И тут выбор за вами. Работать на открытом воздухе или под вытяжкой, либо же использовать АБС. И тоже токсичный, но не такой ядовитый, как дихлоретан ацетон. А вот еще одна технология. У нас сегодня мир полезностей перед вами открывается. Берем утюг, и если вы хотите не химически сваривать эти штуки, а сваривать по-настоящему, как настоящие сантехнические сварщики, мы будем делать таким образом. Мы подплавляем две вот этих плоскости. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошо. Не очень ровно, конечно, но посмотрим, что из этого получилось. Уверен, не очень хорошо, потому что вот эта вот плоскость не очень равномерно у нас расплавилась. Возможно, сейчас еще раз попробуем. Давайте попробуем оторвать. Ну, кстати.
Ну все, мы приварили достаточно прочно. То есть для таких деталей этого вполне себе достаточно. Какие-то плоскости, которые позволяют пользоваться такой технологией, вы можете сделать просто тупо утюгом. А если у вас где-то шип-пазы или какие-то криволинейные, например, вы собираете огромную какую-то броню, вы можете сваривать с помощью растворительного метода. Вот подручные методы нового века. Вот, чтобы я раньше так жил. Пофигу. Прошло 10 минут, давайте проверять наши склеенные растворителем детальки. Будем на сдвиг их попробовать. Ломается сама деталь, она, короче, достаточно плотно скрепилась. Кстати, заметьте, молоток из АБС. Ну, короче, все, монолит. Так, импеллер у нас досох, пойдемте его тестить. Окунаем воду до уровня, до которого он должен затонуть, потому что воздух — это плохо для гидросистем. Нажимаем. Сначала он плевывает весь воздух, который там есть. Можно поддать скорости. Хо-хо-хо-хо-хо. Я чувствую, как мне в руку тяга отдает. Поток нормальный, мне кажется, на каком-нибудь САПе километров 7 скорости можно было бы набрать по воде, по гладкой. И это тупо на шуруповерте, соответственно, можно какой-нибудь движочек оборотов 3-5 тысяч подобрать и просто... Главное, чтобы камни туда не засосало со дна. Итак, что у нас по итогу? Какой вывод насчет 3D-печати в целом можно сделать? Из минусов. Это требует времени, это дольше, чем классические субтрактивные технологии. Но он делает это сам. И что оправдано в рамках маленькой мастерской или в домашнем каком-нибудь бытовом плане. Это очень френдли, но все же технически сложное устройство. То есть, с одной стороны, ты закинул детальку на печать, нажал кнопочку и потом достал готовое, но если что-то идет не так, надо чуть-чуть разобраться и, возможно, в некоторых случаях обслужить устройство. Также он требует знаний для некоторых видов пластиков, но с родными пластиками на стандартных настройках он работает вообще без проблем. С другой стороны, тут как бы знания знаниями, но нет ничего, с чем не разобрался бы ребенок или школьник. 3D принтер — это не игрушка, это бытовой инструмент 21 века. Он не создает детали, он решает задачу. И пока другие ищут что-то где-то взять, тратят время, тратят деньги, ездят куда-то, покупают, ты уже создаешь. Это чертовски приятно еще вчера что-то иметь в голове в виде идеи, а сегодня достать уже готовую, еще тепленькую деталь. С вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. Увидимся через 2 недели с чем-то либо полезным, либо веселым.